Всем привет! Вы смотрите «Мир музыки», меня зовут Владимир Исаев, и сегодня мы посмотрим на акустические гитары фирмы De Angelica серии Premier. И давайте посмотрим на эту серию Premier на примере 4 моделей, примерно одинаковых по спецификации, но разных по форме, ну и немножко по конструктиву. Это вот такая вот фолк-модель, Dreadnought, Grand Performance и 12-струнная гитара. Ну и для начала немножко посмотрим на то, из чего она сделана. Как и у всей, собственно, линейки, которую мы сегодня посмотрим, верхняя дека — это массив ели, нижняя дека — обечайка, сделана из красного дерева, гриф тоже красное дерево. Накладка и подставка у этих гитар сделаны из Аванкола. Ну, знаете, вот эти все Cities, Палисандра теперь меньше. И Аванкол пришелся на замену и, в принципе, звучит практически неотличимо от Палисандра. Ну, а если честно, то я, конечно, и не отличаю. Вот. Тут же хочется сразу сказать, конечно, про внешний вид у этих гитар, потому что он привлекает к себе внимание, и когда ты на них смотришь, думаешь, ну, конфетка. Сверху лакированная дека, она такая оранжевато-желтоватая, то есть винтажный цвет, как будто винтажная нитражка, как старые Мартины и так далее. Этот цвет приятно смотрится, и если ты как бы в курсе за старые гитары, то кажется, что он такой винтажный. И эта винтажность, она выдержана во всем остальном. Например, посмотрите на колки. Они такие металлические, состаренные, красивые. Причем мне очень понравилось, что на этой гитаре вся фурнитура сделана из одного и того же материала. Очень часто на это как бы не обращают внимания, чуть-чуть подзабивают. А здесь и крепление для ремня, и даже neckplate, который закрывает анкерный разъем для регулировки анкера, тоже сделан из такого же состаренного металла, что, в общем, как-то объединяет, склеивает весь внешний вид у гитары, и он смотрится цельным. Сюда же прямоугольные инлеи, то есть отметки на грифе. Они, конечно, тоже придают такую приятную атмосферу этой гитары. Ну и всякие кантики, там перламутровая розетка, это все смотрится очень круто. Ну и, конечно, гитара такая, она в целом броская, запоминающаяся и приятно держать в руках. То есть, на мой взгляд, эта гитара полностью соответствует моим главным 3 критериям выбора гитары. Она должна тебе нравиться, она должна тебе нравиться, и она должна тебе нравиться. Внешне классно выглядит, это, собственно, можно сказать про всю серию. Ну же, давайте послушаем, как она звучит. Сейчас у меня в руках, как я уже сказал, гитара с декой фолковой, без КТВ, но зато, как и все модели, с электроникой от De Angelica, с 3-полосным эквалайзером. Пишем микрофон плюс пьеза, все замешано. Послушаем, как звучит. Базово, когда видишь гитару с декой фолковой, ожидаешь, что она звучит больше с упором на нижнюю середину и вообще на средние частоты, у нее не так насыщены низы, зато очень читается мелодия. И, собственно, эта гитара полностью отражает этот принцип. Мелодия просто выстреливает, баланс между струнами очень приятно смещен в сторону игры фингерстайлом, нежели игры просто аккордами и такого контревого чеса. Здесь прочитываются все мелодические нотки, она будет классно звучать, если вы, например, захотите сыграть соляк, потому что не утонет она в собственных обертонах. И гитара, в принципе, очень приятная. И на
бое тоже, я думаю, что вы услышали, что звучит все хорошо, особенно если учитывать, что есть электроника, и в зале можно все отрегулировать так, как хочется, то как бы не вижу причины, почему боем здесь нельзя играть. Хотя, конечно, если вы ищете гитару из этой серии и думаете, может быть, я буду играть фингерстайл, посмотрите на нее, она классная, удобная, но отсутствие КТВ, я думаю, никого не должно смутить, потому что, как-то Томми Эммануэль справляется без КТВ, наверное, и мы тоже справимся. Так, переходим к следующей гитаре. Это Grand Performance или Grand Auditorium, или, как называет их D'Angelico, Gramercy. То есть это увеличенная дека по сравнению с фолком, но меньше, чем Dreadnought. Где она меньше? По ширине корпуса она такая же, как Dreadnought, но талия поуже, что делает игру на ней немножко удобнее, особенно сидя, потому что, она, соответственно, за счет более узкой талии она ниже сидит на ноге и кажется в целом меньше. Уже появляются низы, но при этом никуда не пропадает такая насыщенность в средних частотах. Очень прикольная гитара с точки зрения, конечно, игры боем и игры со странными аккордами, с каким-нибудь там... Там, где нужно, чтобы прочитались вся мелочевочка и весь аккорд. Мне прям понравилось это в этой гитаре. Вот послушайте. В сравнении с фолком прям чувствуется, как при игре боем низы лучше заполняют микс, как они насыщают вообще звучание вокруг. С точки зрения такого аккомпанирующего инструмента, который иногда тоже начинает играть фингерстайл, эта гитара подходит прям, практически идеально. Давайте посмотрим что-нибудь, если сыграть пальцами. Слышно, что все отдельные нотки также читаются, но у них появилась такая подушка по басам. Продолжаем мы плавно увеличивать размер деки, и мы переходим на Dreadnought. Он чуть-чуть еще больше, чем Grand Performance, который только что был, и D'Angelico называет эту форму деки Bowery. И мне кажется, это тот самый случай, когда вот этот плавный переход от самого маленького фолка к Dreadnought очень ярко отвечает на вопрос, что же меняется в звуке вообще, потому что, конечно, эти три гитары — это прям вот каноничная подборка того, что я хочу обычно сказать и донести людям, когда говорю, что форма деки очень сильно влияет на звук. И тут Dreadnought, и как бы когда ты себе говоришь слово Dreadnought, что ты представляешь себе? Ты представляешь себе огромный объем и такую, типа, эквалайзер галочкой, то есть немножко проваленная середина, что создает прекрасную такую пустоту под вокал, но заполняет вообще все вокруг, и гитара звучит просто... послушайте. Очень насыщенный звук, он очень большой, очень сложно передать ощущение, которое ты испытываешь, когда ты играешь на гитаре, и она заполняет вообще всю комнату целиком, и когда ты перестаешь играть, кажется, что весь мир становится тише. Это очень, очень интересное, очень приятное ощущение, когда ты играешь на гитаре, и я всем советую прийти послушать такие гитары, и в данном случае это Dreadnought, потому что это очень прикольное ощущение. И, кстати, я не так часто испытываю его на гитарах среднего ценового сегмента. Я прям очень рад, что у D'Angelico получилось сделать не только
такой броский, эстетичный инструмент, но еще и сделать так, чтобы он звучал на уровне, на котором ты задумаешься, думаешь, может, мне нужна еще одна гитара внезапно. Ну, послушаем немножко, как она звучит при игре фингерстайлом, при игре пальцами. Тут тоже все предсказуемо. Конечно же, играть на фингерстайл на дредноуте немножко сложнее. Я не говорю невозможно, я сам люблю именно дредноут под фингерстайл, но это сложнее, приходится вынимать нотки немножко сильнее, приходится играть бас аккуратнее, но тем не менее. Для аккомпанемента вокалу в стиле фингерстайл эта гитара подходит прекрасно. Перейдем к 12-струнке. Итак, добрались мы до 12-струнной гитары. Как мы видим, она в корпусе Grand Auditorum, которую D'Angelico называет full-tone. Как мы видим, 12 струн. Очень много. Чуть-чуть, наконец-то, поменялась хотя бы форма колков. Они меньше, просто чтобы они тут уместились, но эстетика сохранена. Это все тот же вот этот вот состаренный такой, как будто ржавый металл. И это первая гитара, на которой отличается профиль грифа. Он на всех был такой матовый и относительно умеренный, маленький. Я бы его назвал какой-нибудь Modern C. А здесь это все тот же C, но он довольно большой и крупный, что как бы и, в принципе, логично для 12-струнки. Отдельно хочу сказать, что я в голове уже разделяю для себя 12-струнки плохие, на которых струны спарены кривенько, и расстояние между ними не соблюдено, играть на них сложно. И хорошие. Это, это хорошая 12-струнка. Здесь просто играть отдельно каждую нотку, просто играть какие-то арпеджированные штуки и медиатором, и пальцами, и, соответственно, не запутываешься, что там зажимать. Я настроил сейчас гитару в открытый до-мажор, потому что мне кажется, что 12-струнка раскрывается каким-то особым магическим образом, когда она настроена чуть-чуть ниже, и D'Angelico отлично позволяет это сделать. Давайте послушаем, как она звучит. Как тут, собственно, ожидаешь от Grand Auditorum? Низов много, но средние частоты насыщенные, не заваленные, что делает эту 12-струнную гитару довольно универсальной по своему применению. Если вам вдруг захочется играть фингерстайл на 12-струнке, наконец-то вы начнете это делать. Соответственно, все мелодические линии будут относительно громкими. То есть дредноуты для 12 струн, конечно, менее универсальны. Они из-за этой заваленной серединки окончательно сваливаются в режим только аккомпанемент, только под вокал, вообще ничего больше. Здесь же гитара довольно универсально звучит. Но опять же, эстетически это, наверное, одна из самых красивых 12-струнок, которую я за последнее время вообще видел. Ну и подводя итог, наверное, всей серии премьер гитар D'Angelico, хочется сказать, что это для смелых людей. Надо понимать, что когда ты приносишь такую гитару на концерт или на какую-то там вечеринку, мероприятие и начинаешь на ней играть, она внешне привлекает к себе внимание. Она говорит как бы, ты должен знать, что ты делаешь, если у тебя такая красивая гитара. И, конечно, это классно. Это классно, потому что в среднем ценовом сегменте не так много ярких, броских инструментов, которые еще и хорошо звучат, не только выглядят. И это, по-моему, круто. Настоятельно советую вам прийти в магазин и самостоятельно послушать гитары серии премьер от компании D'Angelico. Как раз посмотрите, что они есть не только в натуральном цвете, но и Sunburst. Я уверен, что вам они тоже понравятся, потому что здесь есть на что посмотреть и есть что послушать. А этот дредноут я вообще, в принципе, очень с трудом сдерживаюсь, чтобы не уехать прям сразу с ним. Как вам гитары? Понравились, как выглядят? Как колочки? Колочки, по-моему, просто невероятно эстетичные. Напишите нам в комментариях внизу,
что вы думаете вообще по поводу гитары De Angelica. И, конечно, подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и лайк поставьте, конечно. До новых встреч! Ждали?